Образ жизни — это тоже в каком-то смысле продукт. Во всяком случае, лайфстайл очень тесно связан с культурой потребления и капитализмом. У нас не было бы сейчас такого наплыва зеленой повестки, то есть ресайклинга, zero waste, минимализма, если бы это тоже не было связано с капитализмом и культурой потребления. Для того, чтобы жить zero waste, все равно нужны какие-то продукты. То есть, например, покупать бамбуковые зубные щетки, которые тоже кто-то производит, кто-то их маркетит, кто-то их продает и покупает. Если бы это была инициатива сугубо каких-то волонтеров, то оно бы не начало у нас проникать сейчас в большие супермаркеты. Основа капитализма и всей вот этой рекламы в том, чтобы доказать потребителю, что, чувак, вот без этого айтема, без этой вещи ты неполноценен, и ты не сможешь быть счастливым. Вот получи этот айтем, и будешь счастливым. Я думаю, мы все это понимаем, и на этом не нужно так сильно зацикливать внимание. Вот этого всего дискурса о том, что капитализм там все портит, делает нас всех несчастными, загрязняет планету, разрушает, бла-бла-бла, мы это все знаем. Сегодня я расскажу вам о том, как блогеры-домоседы из Восточной Азии переосмысливают капитализм. Этот разговор будет основан на научной главе, которую я недавно прочитала. Я оставлю полный референс в описании. Когда я писала свой диплом в прошлом году, я была в большом стрессе, и мне очень не хватало какой-то отдушины, какого-то вот элемента покоя. Плюс пандемия только начиналась, еще было не особо понятно, что да как. У меня должен был быть доступ к архивам. В итоге, понятно, из-за пандемии ни в какие архивы я не попала, и мне пришлось в последний момент немного видоизменять свою тему. Во время перерывов в работе над дипломом я смотрела азиатские блоги. Меня это очень успокаивало, потому что, в принципе, я люблю азиатское кино, я люблю эту эстетику. И вот эти медленные блоги, где какая-нибудь домохозяйка или просто какой-то человек там полчаса готовит себе обед или просто ходит по дому, или убирает, или сидит у себя в саду. Еще есть такой очень атмосферный китайский блог, где девочка ухаживает за садом. Это так меня успокаивало, особенно когда я одновременно готовилась к государственным экзаменам, писала диплом, пыталась работать и переносить как-то карантин. Поэтому, когда я нашла на эту тему ресерч, мне было очень любопытно почитать. Сейчас я вам объясню, в чем прикол и почему эти блоги, на самом деле, казалось бы, вроде как отрицают капитализм. То есть их суть в том, что ты сидишь у себя дома, ты не ходишь там, не знаю, по магазинам, еще чего-то, не манифестируешь вот эту всю хасл-культуру, а наоборот от нее отказываешься, отдаляешься. Почему, если вот проанализировать и подумать, все равно эти блоги, они как будто изобретают новую форму капитализма или, по крайней мере, переосмысливают его. Легче всего говорить про этот slow living at home, эти азиатские блоги, противопоставляя их западному эквиваленту. И западный эквивалент — это рум-туры, ребята. Про такой жанр YouTube-блогинга, в принципе, есть ресерч, и вот я процитирую исследование, говорится, что рум-туры — это популярная тема среди бьюти-гуру на Ютубе. Короткие, аматорские или полупрофессиональные видео, где в основном девочки-подростки показывают целые комнаты и демонстрируют, подробно описывая мебель и украшения, а также указывая на свое материальное имущество. И вся вот эта тема рум-туров в литературе считается как продолжением нарциссических тенденций в социальных сетях. Я не хочу говорить, что это верно для вообще всех рум-туров. Я не эксперт в этой теме, я не то чтобы их там сильно много видела, но в общем и целом, я думаю, мы с вами соглашаемся о том, что соцсети вообще в принципе очень поощряют нарциссизм. Но также есть другой взгляд на эту тему, другого исследователя, где утверждается, что комната, она и так манипулирована. Человек всегда проявлял себя в декорации своей комнаты, но раньше, до социальных сетей, это было больше для друзей, знакомых, для более маленькой аудитории. Просто интернет позволил это вывести на более большое пространство. Я думаю, истина где-то посередине. То есть не нужно думать, что все, кто делает рум-туры, обязательно там
нарциссическое расстройство и вообще. В азиатских же блогах очень часто не показывается даже лицо человека, то есть его снимают вот так. Фокус камеры и внимание даже не столько на человеке, сколько на пространстве вокруг него. То есть как человек, например, что-то режет или убирает. И отчасти отсюда и берется это ощущение такого покоя и умиротворения от этих блогов, потому что дом стабилен, дом спокоен, обычно там еще мало вещей довольно в таких видео. То есть дом минималистичный, и отсюда берется покой, потому что мы видим, как человек полностью контролирует это пространство, и, например, в уборке или в сортировке вещей он еще больше как бы его успокаивает, структурирует, показывает свой контроль над этой ситуацией. И здесь, друзья, очень важно и интересно посмотреть на разные концепты, которые лежат в этих двух типах блогинга. Это conspicuous consumption и conspicuous leisure. Можно перевести как показушное или показное статусное потребление. Это больше характерно для западных блогов. То есть там у меня есть iPhone, я там это показываю, или я иду в какой-то крутой клубас, или я иду в какой-то дорогой ресторан, и я это тоже снимаю и демонстрирую. Это показное потребление. Суть этого процесса в том, что мы показываем, что у нас есть материальная основа для того, чтобы позволить себе такое потребление. А с другой стороны, conspicuous leisure — это показное, как бы, не потребление, показной отдых. Показной отдых — это больше о том, что мы демонстрируем, как мы управляем своим временем. Это интересный концепт, потому что оба этих понятия, они проистекают из такой штуки, как manifestation of the class, то есть манифестация своего класса. Это старая и известная история о том, что человек для того, чтобы, во-первых, там, ощущать безопасность, но также для того, чтобы получать какие-то социальные плюшки от своего статуса, он этот статус должен демонстрировать. То есть самая простая, наверное, штука — это какая-то особая одежда для людей из разных классов, например, там какие-то церковный статус, у него там своя одежда, воины там своя одежда, ну, если мы говорим про средневековье, но в современном мире-то мы уже носимся какую одежду хотим, и поэтому больший запрос на другие способы манифестации своего класса. Почему манифестация класса важна? Во-первых, она дает человеку чувство общности, она показывает, что он часть какой-то группы людей. В большой степени суть идентификации с каким-то классом или с какой-то группой людей, она оттуда, что мы эту группу любим, она нам нравится. Или, по крайней мере, мы хотим пользоваться какими-то достоинствами и привилегиями этой группы. Мы, например, хотим быть частью какой-то группы, которую уважают, и мы хотим, чтобы нас тоже уважали. Поэтому мы пытаемся показать, что мы часть этой группы. Но, как вы понимаете, вообще вся эта штука с классами, с группами, она довольно размыта. И ну, вот есть такая известная штука, что никто у нас не хочет быть низшим классом, все у нас средний класс. С чем это связано? Ну, понятно, что низший класс меньше всего привилегий, меньше всего уважения других социальных плюшек, и причислить себя искусственно к среднему классу, независимо от того, какой в действительности у человека доход, плюс-минус возможно. То есть отсюда вот эта вся история про жизнь в кредит, про там, то, что мы покупаем iPhone в рассрочку там, на 5 лет или на сколько, это в каком-то смысле отсюда берется, что человек манифестирует свой класс, он показывает, вот, смотрите, я, значит, средний класс, хотя на самом деле доход у него может быть не соответствовать этому классу. Но человеку очень важно чувствовать себя так. Возможно, это чувство иллюзорно, но вот это ощущение безопасности, того, что вот, смотрите, я чего-то стою, оно для людей, как правило, очень-очень важно. Когда мы посмотрим на западные и на азиатские вот эти домашние блоги, мы видим, как через призму разной культуры и через призму разных социальных условий проявляются два типа очень разных, возможно, в каком-то смысле противоположных способа манифестировать свой класс, проявить свой класс. То есть западный блогер у нас показывает свои какие-то материальные объекты, которыми он владеет, и через подчеркивание того, что вот смотрите, у меня там какое-то кресло супер классное, дорогое, он демонстрирует свой класс.
С другой стороны, с азиатскими блогами демонстрация класса гораздо менее очевидна. Она происходит через такие тонкие инструменты, которые не так легко считать. И, ребята, я вам честно скажу, сколько я этих блогов посмотрела, у меня эти мысли в голову даже не приходили, пока вот я не прочитала научную статью, в которой мне это разжевали, разобрали и объяснили, как это работает. Давайте копнем немножко глубже и посмотрим на механику того, откуда все эти мысли берутся. Во-первых, откуда эти блоги взялись. Довольно большое количество блогеров, вот этих home living, home cafes, они утверждают, что они или бросили какую-то престижную работу, отказались от нее. Очень много этих людей, они фрилансеры, или же даже домохозяйки. Есть целый концепт вот этих типа видео корейских домохозяек, вот целый жанр в интернете. И многие из них рассказывают, что они ушли с этих работ из-за очень большого давления. То есть, например, у них было выгорание, или у них началась там депрессия из этой работы, у них был слишком большой стресс, и они поняли, что для них это не подходит. Таким образом, через отказ от, возможно, более престижной работы и вот это погружение в свой дом, там, занятие фрилансом, занятие вот этим всем минимализмом, таким slow-living, блогинг, люди протестуют и борются с вот этим hustle living, который очень пронизывает большие азиатские города, и таким образом они борются с вот этой всей токсичной корпоративной культурой. И получается, изначально эти блоги от тех и для тех, кто как бы против overwork culture, культуры перерабатывания. Я сама эти влоги смотрела, как вы понимаете, когда у меня был очень overwork момент в жизни, и мне нужно было найти какой-то момент покоя, поэтому они настолько хорошо резонировали с моим состоянием. Вторая вещь — это время. Как раз-таки на фоне вот этих очень быстрых азиатских городов эти влогеры показывают нам conspicuous leisure. То есть они используют время с очень низкой продуктивностью, и они это ярко нам демонстрируют. Например, когда там очень-очень тщательно, медленно и так, как это, meticulously убирают там свой шкаф, или убирают свою квартиру, или там моют и так чистый пол. Особенно в мире, когда мы понимаем, что у большинства людей нет возможности вообще временной таким заниматься, потому что как бы время, деньги, нужно быстренько что-то делать, да? На таком фоне эти блогеры, они показывают, что у них есть это время, у них есть эта возможность, и если вот подумать логически, то раз у них есть эта возможность, у них есть такая материальная основа, которая позволяет им именно так проводить время. Например, это могут показывать нам через то, как человек там час готовит себе ланч. Если мы все-таки говорим про потребление и капитализм в этих видео, как он проявляется? Ну, там все-таки есть интеграция рекламная, ребята. Например, если там та же блогерка-домохозяйка использует какой-нибудь там пылесос или особенный или еще чего-то, там можно потом в описании прочитать, что это видео было возможно благодаря вот этой компании. То есть все равно рекламная интеграция есть, она более subtle, никто там не будет тебе в лицо рассказывать, что вот какой классный пылесос, но все равно мелькает, все равно показывается, все равно работает. Плюс сами люди в основном в этих видео пользуются какими-то довольно дорогими объектами, какой-то там очень красивой pottery, то есть керамикой. Обычно вот эти самые такие странные, как вроде очень такие raw, из глины сделаны какие-то чашечки или еще что-то, они обычно очень дорогие, ребята. Или, например, если человек готовит, он показывает там, из чего он готовит, там могут быть очень дорогие продукты, тоже на это можно обратить внимание. И последняя такая штука, которую можно заметить, это когда человек там демонстрирует какие-то объекты, и он про них рассказывает. Например, там у него абсолютно чистый минималистичный стол, но там стоит какая-нибудь, там, не знаю, ракушка, и человек говорит, вот я ее там нашел где-нибудь на Коморских островах или еще где-то. То есть такая вроде маленькая деталь, и не говорится про само потребление, это может быть там камень какой-то или еще что-то. Но мы понимаем, что там поехать на Коморские острова, это очевидно дорого. И таким образом человек тоже манифестирует свой класс, но не напрямую. Если подсуммировать, азиатские блоги, они стремятся к такому более минимализму, более осознанной жизни. То есть ставится вопрос о том, как бы хасл-культура, а зачем она? Если ты зарабатываешь деньги,
но ты не наслаждаешься своей жизнью, и у тебя вот нет времени посидеть, повтыкать у себя в саду. Эти блоги смещают фокус внимания с вот этого хасла продуктивности на время. Зачем зарабатывать столько денег, если у тебя нет времени их тратить? Также часто эти блоги концентрируются на экологичности, на каких-то вот мелочах таких. В принципе, чем меньше мы потребляем, тем это экологичнее. Эти все захламленные комнаты, которые нам показывают в западных рум-турах, сколько там было пластика, сколько было использовано ресурсов для того, чтобы эту комнату таким образом захламить, да. Эта волна азиатских блогов — это полезная штука. Для многих людей, которые об этом не задумывались, это может быть как способ взглянуть на жизнь по-другому, задуматься о осознанности и о том, как ты проводишь свое время и что для тебя важно, что не обязательно для того, чтобы хорошо провести день, вечер, жизнь, куда-нибудь идти, в какой-то клубас и все такое, а можно прекрасно провести время дома, наслаждаясь моментом, наслаждаясь какими-то мелочами, в большем покое, в большем осмыслении того, что ты делаешь и почему. Возможно, это также очень важно в контексте пандемии, того, как мы сейчас живем, потому что блоги эти появились, конечно, до пандемии, но сейчас они могут помогать переосмыслить, что такое дом, что такое уют и как можно наслаждаться прямо тем, что ты находишься дома. Мне это очень нравится. А также было интересно посмотреть на восточноазиатские блоги немножко с такой чуть более научной призмой, посмотреть, как все равно, несмотря на то, что они вроде как отрицают капитализм, они все равно работают в системе. Понятное дело, мы все в системе. Полезно все-таки не иметь иллюзий на этот счет, осознавать, что да, они показывают другую перспективу, но это все равно перспектива в рамках вот большой такой коробочки, в которой мы все сидим. Поэтому, друзья, если вы не видели эти блоги, посмотрите. Я, наверное, оставлю пару ссылок в описании. Я думаю, что я буду в будущем еще делать такие видео на основе каких-то научных статей. Если вам такое интересно, напишите, потому что я сейчас очень много читаю и для своих ресерч-проектов, и там для каких-то классов, и просто из любопытства. Бывает, наталкиваюсь на какие-то прям очень интересные вещи. Я вот на днях прочитала пару статей прям очень крутых про русский рэп и режим. Я думаю о том, чтобы сделать такой формат, как основано на научном серьезном ресерче, но как бы фреймить это больше и показывать вам на примерах, которые можно потрогать и которые легко понять. Короче, делаем social sciences ближе к людям. Если вам было интересно, пожалуйста, напишите свое мнение на эту тему, что вы думаете, что вы видели, что вы чувствуете. Меня зовут Май, я писатель, также я изучаю communication science. Пожалуйста, присоединяйтесь к моему уютному каналу и всем хорошего дня.